Так, стоп. Следи за кончиком пальца. Давай. Раз, два. Раз, два. Так, у меня для тебя плохие новости. В твоем мозге живет аж целых 2 личности. Так, стоп, не нервничай, давай вдох, выдох, вдох, выдох. Успокоился? Ну, слава богу. Сейчас проведем парочку тестов. Так, закрой левый глаз. Так, что ты видишь? А теперь выбери картинку, которая у тебя ассоциируется с увиденным. Запомнил? Молодец. Теперь то же самое с правым глазом. Закрываешь. Что ты видишь? Теперь выбирай картинку, которая точно так же ассоциируется с увиденной. Чуть позже мы разберемся, что за личности сидят внутри тебя. Сейчас вы узнаете, где... Так, Ян, не надо мне помогать, пожалуйста. Ты на своем канале неплохо справляешься. Мы с тобой, конечно, собратья по цеху, но я как-нибудь сам справлюсь, не переживай. У меня, конечно, гораздо меньше зрителей, чем на канале Топлес. Но все они у меня не менее замечательные. Пока. Замечательные вы мои зрители. Сейчас я расскажу, о чем же я. В 1981 году ученый-нейробиолог Роджер Уолкотт Сперри с коллегами получает Нобелевскую премию по медицине. Сперри получил эту награду за свою работу с расщепленным мозгом. Правое и левое полушария в нашем мозге соединены при помощи своего рода мостика, большого сгустка нервов, через который происходит обмен информацией между полушариями. Он называется мозолистым телом. Так, пациентам с очень тяжелой формой эпилепсии перерезают это мозолистое тело. Операция, кстати, называется колозотомия. Чтобы электрические сигналы во время эпилептического припадка не перекидывались на другое полушарие. Ну и сам приступ проще было купировать. Вот как раз-таки перерезают это мозолистое тело. Эпилепсия, кстати, очень неприятная болезнь. Как и шизофрения, до сих пор точно неизвестно, из-за чего она все-таки возникает. Так вот, у больных во время припадка происходит аномальная электрическая активность, которая перекидывается на весь мозг. И бывают страшные припадки с судорогами и потерями памяти. И все это может постоянно повторяться неделями в самых запущенных формах. Доктор Сперри стал изучать рассеченный мозг сначала, как говорится, по классике, на кошках. Но я тренируюсь. Тренируйся лучше. На кошках. Потом на обезьянах и, в конце концов, на людях, над которыми была проведена колозотомия. И его выводы поистине были шокирующими. Правое и левое полушарие имеют 2 независимых сознания. То есть правое полушарие может самостоятельно мыслить и принимать решения независимо от левого. Бум! Белиссимо! Фурор! Человеческое сознание – это больше не сознание, а человеческая субъектность отныне – это совокупность кучи маленьких субъектностей, которые влияют друг на друга. Что теперь? Ящеры правят миром? Правительство улучшает людей с помощью химтрейлов. А сильные мира сего добывают адренохром из крови младенцев на своих сатанинских шабашах. Да, с одной стороны революция, а с другой стороны простая по сути вещь. Мозг уже 200 лет как в обед изучают. Да и опыты Сперри на самом деле довольно простыми были. Неужели раньше нельзя было это открыть, в веке так в 19-м? Представьте себе, цивилизация пошла бы совсем по другому пути. Человек больше не человек. Человек – это коллектив. Коллектив, даже когда человек один. Мир превратился бы в рай. Все общее, нет войн, нет споров. Людям больше нечего делить. Никто не одинок и не оставлен. Орел и Хаксли нервно курят папиросы. Так кто же помешал этой утопии? Что за злодей? Что за ящер-рептилоид такой? Сейчас я назову вам его имя. Пьер-Поль Брока. Нет, не так. Пьер-Поль Брака. Вот так-то лучше. Кстати, Брока, или может быть Брока, он же француз. Буду и так говорить, как карта ляжет. Кстати, его имя одно из 72 имен самых выдающихся французов написано на Эйфелевой башне. Вот так сильно это мировое правительство, тормозящее мировую науку и процветание человечества. Давайте сразу с его грехов. Нарцисс, расист и антидарвинист.
Все, ватову пусть гиена огненная поглотит. Почему расист? Очень просто. Поль Брока, как и многие другие ученые 19 века, был и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Он был не только выдающимся врачом-хирургом, но еще и серьезным антропологом. И очень так неплохо повлиял на развитие расовой теории или такой, с вашего позволения, науки, как евгеника. И да, Евгений к Евгенике отношения не имеют. Евгеника — это псевдонаука о превосходстве одних рас над другими. Кстати, интересный факт. В то время, когда работал Брока, середины 19 века, кавказская расовая группа тоже считалась белой. Шах и мат, ратисты! А вот эфиопскую расовую группу мне поможет назвать мой друг из Китая Бай Юй. Юй, привет! О, привет, Сережа. Привет, зрители. Мне тут для ролика одну расовую группу назвать надо, а сейчас, знаешь, в публичном поле такая тенденция развернулась. Хрен чё лишнего скажешь. Сочтут за оскорбление и забанят. Знаешь, вот у вас в китайском есть слово «паразит» такое интересное. Это как «короче» или что-то типа, вот как в русском говорят. Как это будет? Нега. Бинго! Назвал, даже не называя. Да я гребаный гений. Или идиот. Со стороны виднее. Предрекаю комментов 500 со словом «идиот». Так, на чем же я остановился? Эфиопов тогда называли... Нега. Еще раз спасибо, Баюй. Брока занимался сравнительной анатомией приматов и человека и предположил, что Нега является промежуточной формой между обезьянами и европейцами. Он рассматривал каждую расовую группу как отдельный вид. То есть человечество произошло не от единого предка, например, вышло из Африки и расселилось по всему миру, а было много человечеств, которые параллельно развивались и строили цивилизацию. Поэтому более развитые цивилизации по праву сильного могут подчинять себе менее развитые. И еще он считал, что расовое смешение в конечном итоге приводит к бесплодию. Казалось бы, и в чем он не прав? Вы знаете, где написать. В комментариях, конечно же. Так, все. Поля Брока мы все-таки не за успехи в антропологии пригласили сюда. Он был неплохим хирургом и, кстати, получил степень бакалавра в 16 лет. Напомните мне, во сколько лет вы получили степень бакалавра? То ли тогда степени были проще, то ли он гребаный гений. За годы учебы он поучился урологии, дерматологии и психиатрии. Даже прозектором проработал. Прозекторы — это люди, которые проводят показательные вскрытия обычно в профильных учебных заведениях. Да и, в принципе, схожая практика даже сейчас существует. Так вот, Брока полюбил анатомию и хирургию. И тут его ждали успехи, уже действительно выдающиеся и для социального статуса, и даже для науки. В 1868 году он выбран членом медицинской академии, стал вице-президентом анатомического общества и даже был выбран пожизненным сенатором. И это далеко не все его титулы. Короче, не зря его имя на Эйфелевой башне и красуется. Действительно, даже несмотря на все его взгляды. Кстати, один интересный факт. Он был женат на Аделе Августине Люголь. Она была дочерью Жанны Гийома Агюста Люголя. Именно вот этот вот дядька изобрел эту отвратительную, сладковато-мерзкую на вкус мазь из детства, которой до сих пор мажут больное горло. Извините. И раз уж Брока в этом ролике играет роль злодея, по большей части незаслуженно, конечно, нам же нужен злодей, нужно же создать драму, значит, нужен злодей. Пусть Брока ассоциируется у вас вот именно вот с этой вот мазью отвратительной Люголя. Брока наиболее известен своей теорией о том, что центр речи в мозге расположен в левой его части. И он также локализовал эту зону, которая сейчас носит имя зоны Брока, конечно же. Кстати, предположение о том, что различные психические свойства локализуются в разных участках мозга, выдвинул Франц Йозеф Галь, основатель одной из первых псевдонаук – френологии, которая предполагала изучать сильные и слабые стороны личности по шишкам и впадинам в черепе. Так вот, представьте себе, заседает Парижское антропологическое общество, рассуждает: Нега. Произошли от обезьян или обезьяны? Нега. Спасибо, Юй. И тут у них завязывается спор. Брока утверждает, что интеллект связан с размером мозга. Зоолог Луи Грассиоле, что мозг связан с его структурой. А третий участник спора, Эрнст Абюртен, отстаивает точку зрения, что изучать нужно не орган в целом, а функции отдельных его частей. Именно из-за того, что это предположение слишком сильно было похоже на френологию,
А с ней к середине 19 века уже разобрались и совсем уж ее не жаловали. Все яро протестовали. Разные функции мозга в разных зонах мозга. Что за чушь-то вообще мне тут говорить? Ты что несете-то? Вскоре в хирургическое отделение больницы Бисетр, где работал Брока, поступил больной с гангреной и нарушениями речи. Луи Виктор Либорн уже 20 лет не мог выговорить ничего, кроме слова «тан». Поэтому его так и прозвали месье Тан. Как вас зовут? Тан. Где вы родились? Тан. Топа, спасибо большое, что разрядил обстановочку. Док, не кидай страйк заставочку, пожалуйста, умоляю. Интеллектуальные способности мужчины не пострадали. Тан понимал окружающих, умел объясняться жестами, мог посчитать секунды или показать, сколько лет провел в больнице. Брока пригласил Абюртена осмотреть пациента. Ну, такое они по современным меркам диковатое пари между собой заключили. Но не забывайте, Брока у нас же здесь злодей. Они договорились, что если при вскрытии месье Тана не обнаружат поражение лобных долей, то побеждает Брока. Если обнаружат, то Эрнст. И теория локализации речевого центра верна. Вскоре Тан умер. Надеюсь, без участия Брока. Вскрытие показало, что нарушения в мозге присутствовали. Была поражена левая лобная доля. Брока исследовал еще одного пациента с подобными нарушениями. По документам он значился как месье Лелонг. И в 1865 году Брока сообщил об открытии центра речи в мозгу, который и будет в дальнейшем носить его имя. Да, открыл в споре, пытаясь доказать обратное, и забрал все лавры себе. Но не забывайте, он же злодей! Ну действительно, не зря же ученые говорят об эпохах до и после Брока. Сейчас бы до сих пор думали, что мозг – это единый монолитный орган, который выполняет все функции одновременно и в каждой своей области. А сейчас... Для тех, кто досмотрел до этого момента, будет маленький эксклюзивчик. Расскажу вам про судьбу Луи Виктора Либорна, месье Тана. В 2013 году его судьбу проследил по архивным материалам Цезарь Даманский из университета Марии Складовской-Кюри в Польше. Луи Виктор Либорн родился 21 июля 1809 года в городе Морет в семье учителя. Раньше бытовало мнение, что Либорн был неграмотным. Скорее всего, это было не так. Известно, что его сестры, а в семье было 5 детей как-никак, получили образование. А значит, и Виктора, вероятнее всего, тоже обучали грамоте. Впоследствии Либорн переехал в Париж, где и работал ремесленником, изготавливал колодки для обуви и формы для шляп. Луи Виктор еще с юности страдал от эпилепсии, а когда ему исполнилось 30, полностью потерял способность говорить. Что стало причиной? Травма, полученная во время припадка, или, может быть, сифилис? Неизвестно. Но когда через несколько месяцев стало ясно, что проблема не решается сама, Либорн отправился в госпиталь Бисетр. Поскольку он был холостяком и позаботиться о нем было некому, 21 год, вплоть до самой смерти, Виктор провел в больнице. Через 10 лет вдобавок к нарушениям речи у Либорна парализовала правую руку и ногу. И в конце концов он слег в постель. 11 апреля 1861 года у больного началась гангрена, и его перевели в хирургическое отделение, как раз-таки Брока. А 17 апреля Виктор Либорн умер. А пока вернемся к нашему злодею. Вы, возможно, задаетесь вопросом, как же он смог помешать Роджеру Сперри выяснить, что у каждого в голове аж целых 2 личности, за которые отвечают правое и левое полушарие. Да, открытие Брока, конечно же, опровергло бытующую раньше теорию о единстве и неделимости мозга. Ну, то, что все функции выполняются сразу во всем мозге и одновременно. Но вот благодаря открытию речевого центра в левом полушарии была выдвинута гипотеза о том, что левое полушарие полностью подавляет правое, что правое выполняет чисто технические функции и, по сути, не участвует в формировании личности. Спасибо тебе, Поль Брока! И Парижское общество Парижское общество антропологов. Но, слава богу, невежество в научных кругах было побеждено, и один светлый ум, профессор Роджер Сперри, в середине уже 20 века начал проводить эксперименты над людьми с рассеченным мозолистым телом. Роджер Уолкотт Сперри, герой нашего ролика. Наш ангел-хранитель от истинной и честной науки. По традиции, сначала перечислю все его достижения.
член Национальной академии наук США с 1960-го, член Папской академии наук с 1978-го, не удивляйтесь, и такая есть, иностранный член Лондонского королевского общества с 1976-го и даже иностранный член Академии наук СССР с 1988-го, ну, сейчас это Российская академия наук. Пока немного о том, как сей Светоч пришел к таким успехам. С его детства, юности, да и в принципе студенчества можно было списать становление какого-нибудь супергероя, приукрасить мальца, отличный бы Бэтмен или Капитан Америка вышли бы. Вырос он в среде upper middle class, высшего среднего класса, в семье банкира. Поэтому воспитанию детей у Спери был брат, упор делался на развитие талантов и их интеллектуальных способностей. С детства Роджер был этаким стереотипным капитаном футбольной команды, занимался баскетболом, футболом, легкой атлетикой и причем вполне себе успешно. Спорт, кстати, помог ему выбить стипендию, чтобы поступить в колледж. Но в 11 лет у Роджера умирает отец, и дела, как вы понимаете, идут не так безоблачно. Поступив в колледж, Роджер начал изучать английский язык. И тут он посетил курс введения в психологию, который вел Раймонд Стэтсон. И понеслась! Стэтсон был инвалидом, у него были проблемы с ногами, тяжело было передвигаться. Вы знаете, все эти старые колледжи с их извилистыми коридорами, отсутствием пандусов. Фу, гадость. Спери, как хороший мальчик, вызвался катать его на инвалидном кресле по делам. И как-то молодой Роджер прикатил преподавателя на обед с коллегами-психологами. И обеденные споры психологов так увлекли его, что после получения степени бакалавра по английскому он получает магистерскую степень по психологии. Ну и в период до середины 40-х годов еще парочку степеней: докторскую по философии, ученую степень в области зоологии и так далее. До экспериментов На кошках. Спери изучал нервную деятельность на крысах, лягушках и ящерицах. Это самая середина 20 века, только что отгремела Вторая мировая война, и вопрос, что же первично, генетика или обучение, был весьма актуален. Кто же прав? Недавно проигравший Рейх с его теориями о превосходстве одних рас над другими. Спасибо тебе, Поль Брока. Или все-таки воспитание, другая крайность и не менее безумная. Вспомните хоть жестокий эксперимент Джона Мани, который пытался из мальчика вырастить девочку. Ну и чем это закончилось? Риторическое молчание. Так вот, Спери в своих первых опытах на крысах поменял местами двигательные нервы лап крыс. Так, чтобы левый нерв контролировал правую лапу, а правый левую. Потом подводил ток к лапам, и каждый раз, когда били током по левой лапе, поднималась правая и наоборот. Получается, сигнал об ударе проходил в мозг, и мозг отдавал сигнал по двигательному нерву, который был соединен с противоположной лапой. Спери хотел узнать, сколько времени понадобится крысе, чтобы выучиться поднимать нужную лапу. И в итоге нисколько. Он выяснил, что некоторые вещи в работе нервной системы запрограммированы и не подлежат обучению. Потом в ход пошли братья наши меньшие: ящерицы и лягушки. Он разделял их зрительные нервы и поворачивал глаза в глазницах на 180 градусов, и в итоге бедные амфибии видели мир перевернутым. Эти исследования позволили выдвинуть ему гипотезу хемоафинности, которая утверждает, что нейроны устанавливают связи с соответствующими клетками благодаря специальным химическим веществам, молекулярным маркерам. То есть, грубо говоря, нервы не очень-то и взаимозаменяемы, и если вот этот вот нерв отвечает именно за этот конкретный сигнал, другим его не заменишь. А также теперь стало понятно, как из по сути простейшего набора клеток с развитием эмбриона может вырасти сложнейшая разветвленная сеть нервов. Просто каждый нерв изначально знает, куда конкретно ему крепиться и передавать сигнал. Все, с прелюдией закончили, теперь наконец-то то, ради чего мы собрались. В 1950-х и 60-х годах Роджер Спери проводил эксперименты на кошках, обезьянах и людях, чтобы изучить функциональные различия между двумя полушариями мозга. Как и обещал, сначала Док провел операцию по рассечению мозолистого тела на мозге кошки. Напоминаю, мозолистое тело – это большой сгусток нервов, через который происходит обмен информацией между правым и левым полушарием. На практике, так как кошачий мозг очень маленький, мозолистое тело аккуратно рассекали тоненькой иголочкой. Сразу скажу, что ни одна кошка не пострадала во время эксперимента. Ну как не пострадала? Ни один из экспериментов не кончился летально для подопытных, скажем так. Основная сложность операции была в том, чтобы разделить зрительные нервы. Впоследствии вы увидите сходную проблему, когда Спери будет экспериментировать на людях. Дело в том, что основные функции тела управляются мозгом контралатерально.
То есть правое полушарие контролирует левую половину, а левое – правую. Но все же в большинстве случаев часть нервных окончаний уходит и в противоположное полушарие. Ну, на примере с глазами, большинство нервных окончаний уходит от левого глаза в правое полушарие, но все же небольшая часть нервов идет и в левое. Забегу вперед и скажу, что эта часть нервов как раз-таки отвечает за периферийное зрение. Так вот, в экспериментах на кошках Сперри разделил зрительные нервы таким образом, чтобы все сигналы с левого глаза шли в правое полушарие, а с правого в левое. И настало время самих экспериментов. Он закрыл подопытному котику глаз повязкой и поставил перед котом 2 кубика, похожих на перевернутые миски. На одной был нарисован круг, а на другой крест. Под одну перевернутую миску он положил лакомство. Так он научил кошек отличать крест от круга. Но самым интересным было то, что когда кошка смотрела левым глазом, то еда была под крестом, а когда правым, то под кругом. То есть кошки закрывали правый глаз, она видела левым глазом, который передает сигнал в правое полушарие, что корм под крестом. Кошка нажимает лапой на соответствующую кнопку и получает лакомство. Все вроде нормально. Потом кошки закрывают левый глаз, и она видит правым, который передает информацию в левое полушарие, что корм находится уже под кругом. И тоже нажимает соответствующую кнопку и получает лакомство. То есть эксперимент показывает, что каждое полушарие имеет свою собственную память, которая в разделенном мозге не смешивается с другим полушарием и само может принимать решения. Ну и само собой, когда кошки полностью открыли глаза, она просто встала в ступор, а потом нажала на обе кнопки одновременно. Вот так Сперри доказал, что технически у кошек было 2 разных мозга, поскольку их полушария не могли взаимодействовать и действовали так, будто другого не существовало. Выяснив это, Док начал двигаться все дальше от Бога и начал эксперименты с обезьянами, но немного их усложнив. Он хотел проверить, смогут ли оба полушария рассеченного мозга работать одновременно. Для этого требовалось, чтобы оба глаза могли видеть одновременно. Ну как же это сделать? Ведь обезьяны, по сути, как и люди, смотрят вперед и обоими глазами видят одно и то же. Сперри решил эту проблему, используя 2 проектора, которые были расположены под углом и показывали взаимоисключающие изображения. Например, проектор справа показывал круг слева и крест справа, а проектор слева показывал крест слева и круг справа. Сперри поместил специальные светофильтры перед каждым глазом обезьяны, которые сделали так, чтобы каждый глаз отдельно видел изображение только от одного проектора. Помните, 3D-кино раньше было с очками с красным и синим светофильтром? Вот это вот что-то типа того. Это означало, что один глаз видел круг справа и крест слева, а другой глаз видел наоборот, крест справа и круг слева. Из экспериментов с кошками Сперри понял, что обмена между полушариями не происходит, поэтому он попытался заставить обезьян запомнить 2 сценария одновременно. Левый глаз видел сценарий, в котором лакомство давали, когда обезьяна нажимала на кнопку, соответствующую кресту, а правый глаз видел сценарий, в котором еду давали, когда обезьяна нажимала кнопку, соответствующую кругу. В конечном итоге это была одна и та же кнопка, но глаза видели по-разному из-за 2 проекторов и специальных светофильтров. Сперри пришел к выводу, что оба полушария одновременно решают 2 противоположные задачи. Он отметил, что обезьяны с разделенным мозгом усваивали задачи за время, необходимое нормальной обезьяне для изучения одной. Что подтверждает положение о том, что полушария не взаимодействуют между собой и каждый из них действует как отдельный мозг. Сперри задался вопросом, а есть ли у этой процедуры какие-то недостатки? Какие недостатки? По-моему, все идеально. И таким макаром он дошел до экспериментов с людьми, у которых была проведена колозотомия, потому что они страдали тяжелейшей формой эпилепсии. Но тут образовалась одна проблема. С кошками и обезьянами все понятно. Он разделял их зрительные нервы, чтобы сигнал от левого глаза полностью шел в правое полушарие, а от правого в левое. Но вряд ли, что хотя бы один из подопытных людей согласился бы на то, чтобы в его зрительных нервах кто-то ковырялся, даже ради науки. Но Сперри и тут выкрутился. Он попросил участников посмотреть на белый экран с черной точкой посередине. Черная точка была для человека разделительной точкой полей зрения, поэтому правое полушарие мозга анализировало все, что находилось слева от точки, а левое полушарие мозга анализировало все, что находилось справа от точки. Тем самым сигналы, отвечающие за периферийное зрение, которые как раз таки приходили в противоположные полушария, видели только белый экран. Затем Сперри меньше чем на секунду показывал участникам слово на одной стороне черной точки и просил их рассказать, что они видели. Когда участники видели слово правым глазом, левое полушарие мозга анализировало его, и они могли сказать, что видели. Однако, если участники видели слово левым глазом,
обработанное правым полушарием. Они не могли вспомнить, что это было за слово. Сперри пришел к выводу, что левое полушарие способно распознавать и артикулировать речь, а правое нет. Но затем Сперри проверил функцию правого полушария. Он попросил участников, которые не могли запомнить слово, поскольку сигнал передавался в правое полушарие, нарисовать, что же они видели. И, о боже! Большинство участников смогли нарисовать то, что видели правым полушарием. Я периодически буду говорить, что видели правым и левым полушарием, чтобы не путать вас. Запомните еще раз: левый глаз – правое полушарие, правый глаз – левое полушарие. Один из подопытных, когда ему показали очертания штата Техас, нарисовал ковбойскую шляпу, кстати. То есть, получается, произнести увиденное правым полушарием не смогли, а нарисовать смогли. Чтобы дополнить эксперимент, док попросил добровольцев положить левую руку в коробку с различными невидимыми для них предметами. Она была закрыта, то есть с прорезью для руки. После этого участники видели слово, описывающее один из объектов в коробке, только правым полушарием. Сперри отметил, что большинство участников затем брали нужный предмет из коробки, не видя его. Но если Сперри спрашивал у них название предмета, они не могли сказать и не знали, почему они держат его в руках. Но это все легко объясняется. Помните, еще в середине 19 века злодей нашего сегодняшнего ролика Поль Брока открыл центр речи, который находится именно в левом полушарии. То есть центр речи в правом полушарии нет, поэтому произнести слово не могут. Ну а то, что нарисовать могут, это доказывает, что проанализировать картинку и понять, что нарисовано, правое полушарие все-таки может. То есть правое полушарие, соответственно, отдельно от левого, имеет способности к распознаванию языка. Все понимает, только сказать не может. Как собака. Кстати, у очень маленького количества людей, и причем в основном у женщин, зачатки речевой зоны встречаются и в правом полушарии. Но эта вероятность настолько мала, что можно списать на статистическую погрешность. В своем последнем и самом известном эксперименте на людях Сперри показал пациентам одновременно два изображения. Левому полушарию показал заснеженный пейзаж, а правому полушарию – куриную лапу. Ну, вспоминайте начало ролика-то, а? А потом пациент должен выбрать из набора объектов те, которые соответствовали показанным картинкам. Правой рукой, управляемой левым полушарием, пациенты выбирали курицу, соответствующую куриной лапе. Вспоминайте, что было у вас. Помните, да? Левой рукой, управляемой правым полушарием, они выбирали лопату, соответствующую заснеженному пейзажу. Левое полушарие в виде куриную лапу выбирало курицу, поскольку оно отвечает за логическое мышление и речевые функции. Правое полушарие в виде заснеженный пейзаж выбирало лопату, так как оно отвечает за пространственное восприятие и невербальное мышление. Когда пациенту задавали вопрос, почему он выбрал лопату, левое полушарие, которое не видело заснеженного пейзажа, но отвечает за речь, давало рациональное, но неверное объяснение, говоря, что лопата нужна для чистки курятника. Это подтверждало гипотезу Сперри о том, что полушария мозга функционируют отдельно как два разных мозга и не признают существование друг другу, поскольку описание объекта не соответствовало рисунку. То, что оба полушария мозга функционируют отдельно друг от друга, косвенно доказывает довольно известный случай с Финиасом Гейджем. Это парень, которому лом прошел через весь череп, а он остался жив. В 1848 году при строительстве железной дороги в США Финиас трамбовал динамит, который укладывали в глубокие отверстия в горной породе, чтобы ее подорвать. И в один из разов лом чиркнул о камень, и получившаяся искра запалила взрывчатку, выстрелив ломом, как из пушки. Заточенный стальной прот 3,2 см в диаметре и весом 6 кг вошел в левом углу рта и вышел из макушки. И он выжил, и еще 12 лет после этого прожил, и умер во время эпилептического припадка. По сути, у парня рабочим осталось только одно полушарие. Получается, это доказывает гипотезу Сперри. Об этом чуть позже, а сейчас немного про колзотомию. Вам же интересно, как с ней дела обстоят сейчас. Сперри пришел к выводу, что хотя у людей с рассеченным мозолистым телом не было видимых признаков инвалидности, полушария не общались друг с другом, что нарушало полную функцию мозга. И по этой причине колзотомию сейчас фактически не практикуют. Колзотомия порой несет за собой неприятнейшие последствия. Даже есть отдельный термин – синдром чужой руки, когда у тебя правая рука спорит с левой рукой. Ты правой застегиваешь рубашку, а левой ее расстегивает. И не понимаешь, почему так происходит. Крипово, правда ли? Еще был случай, когда мужчина с колзотомией ни с того ни с сего начал одной рукой душить жену, а второй рукой помогать ей освобождаться от захвата. Вот такая вот вещь. За свои труды Сперри получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1981 году. Он обнаружил, что левое полушарие мозга отвечает за понимание и артикуляцию,
в то время как правое полушарие может распознавать слова, но не может их произнести. Многие исследователи повторили эксперименты с Перри, чтобы изучить закономерности расщепления мозга и латерализацию функций. Ну, стало быть, все. Зло побеждено аж в 1960-х годах. Как я говорил раньше, человек больше не одинок, а человечество – это не человечество, а коллектив. Пора заканчивать все разногласия и войны. Какое-то тайное мировое правительство водило нас за нос, подсовывало нам лженауку вместо настоящей. И благородный ученый Роджер Перри всех спас. Ура! Вы все еще здесь? Что мешает вам принять обновленного себя, выйти на улицу и радоваться? А то, что это все вранье. Никакого второго сознания в нашем мозге, скорее всего, не предусмотрено. А эксперименты с Перри только подтвердили и углубили понимание латерализации функций мозга. То есть понимание того, какие участки мозга за какие функции отвечают. А докажет нам, что никакого второго сознания нет, такой человек, как Ким Пик, более известный нам как Человек Дождя. Именно он стал прототипом для одноименного фильма с Томом Крузом и Дастином Хоффманом. Да, немногие догадывались, что у главного героя Человека-дождя был реальный прототип. В 1984 году Ким Пик принял редкое приглашение выехать из родного города, чтобы принять участие в национальной конференции Ассоциации граждан с психическими расстройствами в городе Арлингтон, где он встретился с писателем и сценаристом Берри Мэрроу. После 4-часовой беседы Мэрроу высказал отцу Кима Франу свой восторг от увиденных способностей и попросил не скрывать Кима от мира. Так, в 1988 году вышел фильм, ставший классикой. Дастин Хоффман, который играл роль Реймонда Бэббита, вот этого вот Человека-дождя, тоже лично был знаком с Кимом и проводил с ним изрядное количество времени, чтобы вжиться в роль. Но небольшая ремарочка. Исследования 2008 года покажут, что Ким страдал редчайшим генетическим заболеванием – синдромом Фиджи. Синдром вызывал изменения в нескольких рецессивных генах в X-хромосоме, вызывающих задержку в развитии и физические отклонения. Как говорил отец Кима, он был заботливым и внимательным к близким и окружающим его людям, что не очень-то и свойственно для людей с аутистическими расстройствами. Так вот, Ким за всю жизнь прочитал и запомнил близко к тексту порядка 12 тысяч книг. Мог в уме проводить сложнейшие математические операции. В свою бытность он работал бухгалтером и считал зарплаты для 160 служащих без калькулятора и каких-либо записей. Он запомнил карты всех городов США и мог дать комментарии, как добраться до того или иного места. А также наизусть знал все телефонные коды и почтовые индексы США. Но это вообще звучит как-то прям, несерьезно по сравнению с предыдущим. Также он запоминал музыкальные произведения вплоть до ноты. Он научился играть на фортепиано и мог по памяти сыграть любое произведение, стоило только раз его выучить. Помня наизусть всего Шекспира, он помогал актерам в театре, которые забывали текст. Ну и мог читать обе страницы книги одновременно разными глазами. У него была просто феноменальная скорость чтения. Да, я начинаю напрягаться, когда вижу пост в Телеграме больше 7 строк, и зачастую не читаю его. Таких людей, как Ким Пик, называют савантами. Это люди с отклонениями в развитии в одной какой-то области. Ну, например, социализироваться им сложно, какое-то вот аутистическое расстройство. Но у них присутствует выраженная гениальность в другой области. И, как видите, Ким Пик по факту был еще гениальнее, чем его версия из Человека-дождя. Как так получилось-то? Лоуренс Ким Пик родился 11 ноября 1951 года в городе Солт-Лейк-Сити, столица мормонов. Я не знаю, зачем вам эта информация, но вам придется теперь жить с этим. Мужайтесь. Он родился с заболеванием, называемым макроцефалией, то есть у него была аномально большая голова и черепно-мозговая грыжа размером с бейсбольный мяч на затылке. А самое странное было то, что у мальчика врожденно отсутствовало мозолистое тело. Именно та штука, которую рассекал Перри, тренируясь. На кошках. Да, у него еще был аномально маленький мозжечок, зона мозга, которая отвечает за двигательную активность. Поэтому до конца жизни у него будут проблемы с моторикой рук и ног. Даже одеваться было сложновато. Врачи сказали родителям отдать ребенка в специальное учреждение для детей-инвалидов, заявив, что он никогда не будет ходить и говорить. Но родители не стали этого делать. И, как вы понимаете, не зря. Ни одно из врожденных заболеваний Пика обычно не ведет к одаренности. Уже в очень маленьком возрасте родители заметили, что Ким стал переворачивать книги на полке вверх ногами.
чтобы родители не возвращались к этой книге, когда читали ему, потому что он ее уже запомнил. Привычка сохранилась и во взрослом возрасте. Ким начал читать, когда ему еще не исполнилось и 2 лет. Тогда он подглядывал неизвестные слова в словаре. Но тяжелая болезнь доставляла и свои неудобства. Из-за аномально большой головы он научился ходить только в 4 года, и то только боком. Голова перевешивала, и не хватало силы мышц, чтобы нормально передвигаться и вставать на ноги. А в возрасте 6 лет, когда пора было идти в школу, врачи посоветовали родителям Кима сделать ему лоботомию, чтобы он не ерзал и не говорил без умолку. Конечно же, они отвергли эту идею. Кстати, в то время не существовало специальных учебных заведений для таких детей. Поэтому документы об окончании школы он получил только после выхода «Человека-дождя», когда приобрел мировую известность. С 1988 года Ким постоянно проходил психологическое тестирование. И в тестах на IQ он набирал крайне средние результаты, 87 баллов в среднем. Так что, обладатели средних результатов по IQ, выдохните, мало ли вы тоже гении, просто об этом еще никто не знает. Интересно, а какой результат у меня будет, а? Получив известность, Ким стал участником огромного количества документальных и телевизионных шоу, стал ездить с лекциями и выступлениями по всей стране. Но, к сожалению, 11 ноября 2009 года он покинул наш бренный мир, скончавшись от сердечного приступа в своем доме, навсегда оставшись добрым и честным гением. Так почему же я вам рассказал душещипательную историю этого человека? Все просто. По предположению ученых, нейроны мозга ввиду отсутствия мозолистого тела создали новые соединения, что привело к многократному увеличению объема памяти. Никаких признаков раздельных личностей в полушариях Ким Пик не демонстрировал, несмотря на полное отсутствие мозолистого тела. Как вы помните, он прекрасно читал отдельную страницу отдельным глазом и полноценно воспринимал информацию целиком всем мозгом. Не как кошка, которая одним полушарием знает, что корм под миской с кругом, а другим, что под миской с крестом. И сейчас я расскажу вам, почему. Дело в том, что помимо мозолистого тела, правое и левое полушария мозга соединены несколькими спайками. И через них тоже происходит обмен информацией. А еще один очевиднейший нюанс. Полушарие мозга – это не весь мозг. Помимо полушарий есть желудочки, мозжечок, продолговатый мозг и много-много еще чего. Поэтому обмен информацией между полушариями может происходить и происходит, даже несмотря на рассеченное мозолистое тело. Возможно, вы слышали историю о французе, которого полностью отсутствовало 90% мозга. В детстве у него была гидроцефалия, жидкость скапливалась внутри черепа. Ему поставили специальный клапан, через который сливали эту жидкость. И в 14 лет посчитали, что он излечился, и удалили этот клапан. И вот к 44 годам ему сделали томографию и увидели вот это. 90% мозга было замещено жидкостью. Осталась только тоненькая прослоечка мозговой ткани. Да, выходит, человек действительно использует только 10% своего мозга, да? Ну, и этот француз уж точно. Извините за каламбур. Получается, какие нахрен сознания в разных полушариях? Тут и одного целого полушария нет. Мозг – это очень сложная, но все-таки довольно цельная структура. Так есть ли второе сознание или нет? Вообще, как устроен мозг, мы не знаем до сих пор. Мозг – это очень сложная структура, и есть большая вероятность, что мы никогда в точности не узнаем, как он работает, и как так получается, что внутри нас появляется сознание и личность. Поэтому большинство концепций строения мозга вполне себе философские. Например, теория, по которой в мозге существует множество различных субъектов, которые воспринимают и обрабатывают свой вид информации, общаются вместе и образуют наше сознание. То есть нам кажется, что мы как личность – это один человек, мы монолитны, а на самом деле состоим из множества маленьких сознаний. Если можно так выразиться, в эту картину мира прекрасно вписывается теория расщепленного мозга. Полушария не могут общаться и начинают проявлять осознанность. Но давайте подойдем к опытам с Перри немного критичнее. Вспоминайте опыт с куриной лапой и пейзажем. Подопытные не могли сравнить картинки между собой. То полушарие, которому показывали куриную лапу, не видело пейзаж, а то, которому показывали пейзаж, не видело куриную лапу. То есть, когда пациенту одновременно показывали два сложных объекта, он не мог сравнить их между собой. Но позже, уже в 90-х годах, ученые повторили эксперимент с Перри, немного его видоизменив. Они установили, что подопытные с расщепленным мозгом
могут сравнивать идентичность и форму букв, в каком бы поле зрения эти буквы ни находились. Например, показывали правому полушарию букву А, и пациент мог назвать ее словами, хотя центр речи находился в левом полушарии, а оно не видело этой буквы. В другом эксперименте были представлены две наклонные линии с зазором между ними. Линии были расположены таким образом, что продолжение их через зазор привело к тому, что либо линии совпадали, либо шли параллельно. И когда пациент с расщепленным мозгом видит эти линии, он может угадать, параллельно они или продолжаются с большой долей вероятности, даже если они в разных полях зрения расположены. Ну, примерно та же самая ситуация, что и с буквами. Вот, кстати, и довольно свежие эксперименты, доказывающие, что даже при условии рассеченного мозолистого тела, кстати, у некоторых пациентов были даже рассечены спайки между полушариями. Все равно общение между полушариями происходит, что в принципе ставит под сомнение возможность развития двух разных сознаний в двух разных полушариях. Существует 3 не исключающих друг друга версии, как могут общаться полушария, даже если, казалось бы, их ничего не связывает. Первая версия говорит, что общение происходит за счет подкорковых структур мозга. То есть существует множество спаек белого вещества, находящихся в нижних отделах мозга. И в целом общение может происходить через общие части мозга, в области вкусовой чувствительности или в двигательной коре. Помните, раньше я говорил, что мозг состоит не только из полушарий, а много из чего? Вот это как раз про эту версию. По второй версии, хотя и принято считать, что левая половина тела управляется правым полушарием, а правая левым, но это не совсем так. Часть нервов правой стороны уходит в правое полушарие, а с левой стороны в левое. Например, часть нервов от правой руки уходит, конечно же, в левое полушарие, но все же есть нервы, и их немного, уходящие в правое полушарие. Вспоминайте, как Сперри разделял зрительные нервы, когда готовил свои эксперименты На кошках. Так вот, по второй версии, полушария общаются именно через эти связи. Вот по такому длинному пути. Через связи, которые одновременно идут и в правое, и в левое полушарие. И третья версия заключается в том, что полушария могут подавать друг другу сигналы через мелкие, невидимые глазу движения мышц. То есть они, как заключенные в соседних камерах, перестукиваются через стену, придумав себе какой-то аналог азбуки Морзе. 2 подергивания глазом – да. 3 подергивания – нет. Как я и говорил, колозотомия сейчас фактически не проводится. Поэтому само появление такой в некоторой степени варварской процедуры дало нам возможность приоткрыть тайны работы мозга. И пока люди с расщепленным мозгом живы, хорошо было бы поизучать их еще внимательнее. Однозначного ответа на вопрос, могут ли наши полушария обладать отдельным сознанием, пока нет. Хотя, как видите, и предпосылок к этому не сказать, что много. Однако, хотелось бы верить, что беды с башкой – это не беды, а просто твой реальный собеседник в голове хочет тебе что-то сказать о чем-то важном. Возможно, это кардинальным образом повлияло бы на восприятие людей. И вполне возможно, мир во всем мире и отсутствие войн. А пока будьте внимательны к своим мозгам. И помните, никто не одинок. Ребят, спасибо, что посмотрели этот ролик. У меня, как всегда, просьба, пожалуйста, Телеграм, ВК. От Телеграма вообще начали отписываться все почему-то. Вроде я там как-то и пишу, и свои какие-то мысли излагаю. Ну, видимо, вот что-то вот поноюсь перед вами в конце ролика. Пожалуйста, не забудьте комментарий, какой-нибудь лайк, что-нибудь, потому что, ну, видите, стараюсь, контента много довольно уже становится, не покладая сил, и, ну, вот как-нибудь давайте поможем Ютубу раскачать каналчик, ну, хотя бы немножко, ну, 1000 до 10 хотя бы, ну, вот как-то, вот, как, ну, видите, ну, пожалуйста. Вот, ну, и, пожалуйста, пишите в ВК, в Телеграме, там у нас весело, в канале, в группе, будет замечательно, приходите. Люблю вас.